Понятно, что многое зависит от конкретного бойца. Но почему именно Вин Чунь часто критикуют? А, к примеру, фудзянский стиль журавля, наоборот, многие хвалят. Ну вот считайте, что это вот первый вопрос. Дальше. Даже каратисты признают родство, ну в смысле с пайхой, с белым журавлем. Вот айкидо понятно, за что все критикуют. И его, как и Вин Чунь, тоже пытаются с чем-то соединить и сделать более боевым. Вот считайте, что это еще одна тема. Я предлагаю в данном случае не ограничиваться только айкидо. По-моему, об этой дисциплине все уже сказано. Вот. А о том, как пытаются притащить что-то не боевое или около боевое или псевдобоевое, обвешав какими-то дополнительными практиками, пытаются притащить в какую-то боевую сферу, вот об этом мы снова можем поговорить. Дальше пишется в вопросе в этом. Я сам против всяких соединений. Традиционные стили вполне самодостаточны и созданы для своих целей. Но в чем конкретно преимущество Вин Чунь над боевыми и спортивными стилями? Вот еще один вопрос, да, то есть уже четвертый, если не ошибаюсь. То есть мы можем вот так вот буквально последовательно по вопросам все это обсуждать. Следующее, ну дальше читаем. Может ли винчунист быстро перемещаться и быстро менять направление движения? Или всегда завязан на одном противнике, который должен стоять к нему прямо и атаковать только прямо? Еще один вопрос. Если у кого-то из присутствующих здесь, кто практикует Вин Чунь, а у нас здесь присутствуют люди, которые практикуют Вин Чунь, если это вызывает какую-то улыбку, ну, сдержитесь, ребят, ничего страшного, вопросы бывают разные. В любом случае, вы можете прямо сейчас даже ответить на какие-то из этих вопросов. Дальше читаю. Должен ли винчунист обязательно сближаться? Или может работать на средней дистанции? Еще один вопрос. Дальше. Есть ли особая тактика в этом стиле против одного и нескольких противников? Еще один вопрос. Это стандартные вопросы среднестатистического бойца по поводу Вин Чунь. Дело в том, что даже среди старых подписчиков все еще есть сомневающиеся, в том числе и я. Поэтому и задаю вопросы. Тем более, ну и так далее. Вопросы на этом как бы заканчиваются. Итак. Значит, вот эта вот фраза, понятно, что многое зависит от конкретного бойца, была вызвана моим ответом вот этому человеку, который писал этот комментарий. Вот. Просто там был вопрос такой, примерно звучало так, что сможет ли винчунист победить там кого-то, кого-то, кого-то. Я задал вопрос, какой винчунист? Какого бойца? В каких обстоятельствах, по каким правилам? Да? Все мы понимаем, что это важные очень вопросы. Все давно понимают, что когда вы приходите к спортсменам спарринговаться, спортсмены исключительно настаивают на своих правилах, в противном случае страшно обижаются на свои поражения и на ваши победы, соответственно. Да? Вот. И для них это не является аргументом, такая победа для них не является все равно аргументом, хотя на улице именно такая будет победа все равно. Вот. Почему? Потому что ну, они уже настроены по-другому, их образ мышления совершенно другой. Это так же, как... Ну, я не знаю, если попытаться сесть с шахматистом, с каким-то, за какую-то партию, но при этом играть не по шахматным правилам, а по каким-то другим, да, естественно, большая обида будет от шахматиста, большая предъява, несмотря на то, что вы в абсолютной дисциплине победили, но в относительной какой-то он будет считать, что вы победили неправомерно, хотя все равно победили. Вот. Именно поэтому и... возникает эта фраза, понятно, что многое зависит от конкретного бойца. Ребята, еще раз я хочу сказать для тех, кто пытается сразу прямо категорично утверждать, что какое-то направление, боевое, околобоевое, там любое, что оно самое совершенное, оно замечательное, им надо всем заниматься почему-то. Непонятно почему. А какие-то направления явно вообще никакие, и, в общем, к ним обращаться не надо, и надо только над ними ржать, и над представителями этих направлений тоже надо ржать здорово. И это такая вот норма какая-то, да. Не понимаю, чем руководствуются эти люди, но, скорее всего, либо некомпетентностью в принципе в боевых практиках, либо какой-то большой обидой как раз. То есть когда-то их, наверное, кто-то из бойцов сделал, и теперь вот затаившаяся обида выплескивается в негатив по отношению к боевому искусству. Я так предполагаю. Первый вопрос, буквальный, который здесь стоит, со знаком вопроса, соответственно, но почему именно Вин Чунь часто критикуют? Если есть желание, ребят, ответьте, пожалуйста,
если нет такого желания, или если вы со мной согласны, я вот сейчас скажу то, что уже говорил. Почему Вин Чунь часто критикуют? Ну, потому что это некий тренд, модный тренд был. Сейчас он угасает, сейчас скоро уже это совершенно будет никому не интересно критиковать Вин Чунь. Ребят, знаете, вот тут вот несколько таких вот моментов, мне кажется, достойных внимания. Смотрите, во-первых, существует целый ряд вузов, в которых изучают разные социальные явления. И наверняка вы тоже слышали о том, что в этих вузах даже существует такая практика. Запускается какая-то утка, какая-то, как это сказать, эфемерная новость, нелепая. И засекается время, когда эта новость вернется к запустившему ее. Да? Вот. И обычно таким образом на основании вот этого опыта подтверждается некая теория. Там, ну, не будем сейчас вдаваться в эти подробности, но смысл такой, что это правда. Периодически появляются какие-то новости, которые не попадают, конечно, в СМИ какие-то, ну, чаще всего не попадают, я не знаю, я не уверен, может быть и попадают в итоге, потому что СМИ это отдельная такая планета, там кто во что гораст, как говорится. Но, в принципе, идея в том, чтобы засечь время, как вот по сарафанному радио, поэтому, да, все передастся, вот эта вот новость. Поэтому вот эти вот фейки какие-то, ну, например, связанные с Вин Чунь, как вот мы сейчас говорим, да, может быть, они тоже были таким образом запущены. Ну, а почему нет? Запускают любые новости, даже самые нелепые, ребят. О том, что, я не знаю, там Луна скоро упадет на Землю, ну, конечно, глупо, но тем не менее. Это вот первое. Второй момент. Что касается модных трендов каких-то. Я не буду говорить вообще о моде на новости и о том, каким образом фейково создаются те или иные новости и почему внимание общественности привлекается к совершенно нелепым вещам, к нелепым новостям там, и так далее. Это даже не имеет значения. Самое главное, это то, что просто вы вспомните. Был период, вспомните, лет, ну я не могу точно сказать, слушайте, я немножечко не ориентируюсь во временной вот этой вот прямой какой-то. Ну, я предполагаю, что лет там 10-12 назад был такой момент, спровоцированный рядом таких авторитетных в СМИ, ну не в СМИ, там, скажем, в медиасетях каких-то, авторитетными какими-то людьми, значит, всплеск интереса к Киокушин был. Вспомните. Колоссальный всплеск. И все, и на это даже отреагировали СМИ, и тоже стали очень много демонстрировать каких-то чемпионатов по Киокушин. Активно стали развиваться эти федерации, даже маленькие клубы какие-то подпольные Киокушин стали. Значит, откуда-то стали вылезать на YouTube и в соцсети какие-то представители Киокушин. Хорошие, плохие, чаще всего плохие. Я не говорю, ребят, еще раз, правильно меня понимайте, пожалуйста, я не говорю, что представители Киокушин плохие бойцы. Я сейчас вообще не это сказал. Я сказал, что псевдопредставителей того или иного направления очень много просто. Вокруг любого хорошего явления вьется масса мух просто каких-то. Вот. И, значит, откуда-то повылезали вот эти вот псевдопредставители Киокушин. И, в общем, очень много было вокруг Киокушин. Как только, ну, например, один из таких ярких представителей Киокушин, считающий, что, ну, как бы создавший свое там направление, бог с ним, там, господин Кочергин, как только отошел от дел, все, интерес к Киокушину сразу угас. Он где-то вертелся вокруг Бадюка, но очень скоро тоже угас, потому что там масса, значит, очередным трендом стало троллить Бадюка. Плохо ли это или хорошо, правильно или неправильно? Ну, ребят, вам решать, конечно, но я считаю, что даже когда заслуженно, я не имею в виду конкретный случай вот этот, но даже когда заслуженно травят какого-то человека, это просто низко, мое мнение. Вот. Но тем не менее, многие на этом хайпе, на этом тренде попытались подняться и собрали свою публику. Публику не самую далекую, не самую хорошую и не самую боевую, прямо скажем. Ну, кому-то хотелось именно такой публики, ну и бог с ними, они собрали именно такую публику для себя. Так, одну секундочку, Юрий пишет. Я спрашивал у невинчунистов простой вопрос. Назовите мне все единоборства, где применяются такие же удары, как винчунь. Говорят, что практически во всех системах. Я говорю, зачем тогда проблема? Или я говорю, а в чем тогда проблема?
Так, одну секундочку. Я спрашивал у невинчунистов, назовите мне все единоборства, где применяются такие же удары, как винчун. Говорят, что практически во всех системах. Я говорю, в чем тогда проблема? Сейчас еще Юрий пишет. Также касается стойки винчунь. Все заканчивается на МА, на Martial Arts или на ММА вы имели в виду? То есть шаг на китайском значит... на ма, на то, что означает шаг. Окей. Так. Значит, надо ходить, а не стоять. Или кокуцтач, тоже шаг, в винчуне тоже, но они не слышат. Слушайте, очень сложно на самом деле реально это прочесть. Простите меня, все, кто сейчас слушал то, что я читал. Так, Урфинджус пишет: добрый день, вам тоже доброго дня. Хорошо, если хотите, сейчас переключимся на вот эти вот вопросы, а потом продолжим о том, с чего мы стартовали. Да? Значит, есть ли ударные техники, свойственные винчунь, в других направлениях, причем конкретно спортивных, здесь имелось в виду единоборствах, да? Я правильно понимаю, что единоборство – это спортивное направление, да? Боевые искусства – это не спортивное направление, боевые буквально. Хорошо. Есть ли такие же атакующие техники в единоборствах? Ну да, действительно есть. И тут перечислять можно бесконечно много. Другое дело, что в спорте, в единоборствах вычищаются хорошие техники, выбрасываются, да? Спорт сильно ограничивает своими рамками возможности применения тех или иных техник, тех или иных элементов. И с этой точки зрения, ну, наверное, для спорта характерны только такие прямые удары, которые существуют, кулаком я имею в виду, которые существуют в винчунь, удары локтями многочисленные, которые существуют в винчунь, коленями удары, которые существуют в винчунь, стопой, ну и так далее. Да? Вот я думаю, что вот, наверное, об этом речь. Окей, да, они существуют в единоборствах в том числе. В некоторых запрещены, в некоторых все еще можно какие-то из них использовать. Да? Окей. Что касается стойки винчунь, да, сейчас речь идет. Кстати, мне сложно сказать, какую именно вы имеете в виду. Вот эту вот равновесную позицию, песочные часы, да, или когда располагается вес на задней ноге преимущественно, да, такая наиболее используемая, наверное, в винчуне, такое положение ног и шаг в то же время. И судя по тому, что вы пишете кокуцдач, наверное, вы имеете в виду как раз второй вариант, да? Ну и что касается этой стойки, надо ходить, вы пишете, ну да, и винчунисты именно в ней ходят, они в ней не стоят никогда. Не дадут мне соврать представители винчунь, и сам я практикую винчунь в том числе, и хорошо понимаю, что стоять — это значит быть неподвижным столбом для тренировок или макеварой. Да, действительно, в этих шагах надо ходить. Все правильно вы пишете, Юрий. Даже не знаю, а в чем суть вопроса тогда? Окей. Так, дальше идем. Значит, я возвращаюсь к теме. Так, Юрий пишет, но они похожи. Они похожи, в смысле, похожи вот эти вот шаги, о которых вы говорите, да? Похожи. Окей. Да. Так, значит, возвращаемся к тому, почему часто критикуют винчунь. Еще раз. Значит, я уже сказал, что был момент такой, когда активно продвигали кёкушин. Как только несколько представителей этого направления как-то отошли от дел несколько, да, кёкушин стали забивать. Прям появился модный тренд такой — травить кёкушин. Мне это непонятно, но окей. Кому-то эта вакханалия представляется волшебной и захватывающей. Значит, был такой короткий тренд, когда травили айкидо. Заслуженно, незаслуженно. Ребят, это не имеет значения. Мне это напоминает, честно говоря, детский сад, когда обязательно в детском коллективе выбирается один или два безответных человека каких-то, и их начинают травить. Это детское поведение.
Когда человек становится взрослее, он отказывается от такого поведения. Мало того, каждый из нас может оказаться в таком положении ни за что, ни просто, как говорится. И вот эта вот травля там, да, была травля еще, тэквондо, короткая была травля какая-то, значит, какие-то еще были такие вот, это просто модные тренды. И в конце концов, да, мы пришли к какому-то вот недавнему модному тренду, стали критиковать все Винь Чунь внезапно. Это стало снова модно. Ребят, ну пройдет немного времени, это перестанет быть модно, никому не будет интересна эта тема. Мало того, она будет вызывать просто скуку. И это никак не связано с самим Винь Чунь. Это никак не связано с представителями этого боевого направления. Это просто слова. Это просто мысли вслух людей, которые не знакомы с Винь Чунь, людей, которые не работали с винчунистами, людей, которые, если и каким-то образом встречались с какими-то винчунистами, то я не знаю, откуда они их выкопали, что это за бойцы такие, которые не проявили себя как бойцы, даже не знаю. С этой точки зрения, значит, в принципе, модность троллинга по той или иной теме, это просто, ну я не знаю, я бы сказал, что это психическое отклонение такое общества. Вообще я бы сказал, что там, где человек испытывает большое давление на себя, там появляется троллинг обязательно. Все знают, да, что, например, в зонах в каких-то люди в основном улыбаются. Да, вот многие мнения тех людей, которые там побывали, значит, примерно такое. Вот я думал, я туда, значит, войду сейчас в камеру, все такие злые, напряженные, будут сидеть, так на меня смотреть. Я вхожу, а все мне улыбаются, там, посмеиваются, что-то там, и так, все шутки, прибаутки там, и так далее. Ребят, это нормально. Психика человеческая не очень выдерживает постоянное давление. И чем больше смешков, чем больше какого-то троллинга, чем больше какого-то вот вырывающегося через смех напряжения, тем сложнее, соответственно, жизнь в обществе. И когда там сообщество около бойцовское, явно не бойцовское, а именно около бойцовское какое-то сообщество, выбирает для троллинга тему Кёкшин, там, я не знаю, тему айкидо, тему Винь Чунь, конкретно Бадюка, конкретно, не знаю, Кочергина, конкретно там Федоришина, я не знаю, и Штурмина или еще кого-то. Как только выбирают его для такого тренда, для хайпа, для какого-то, ну, это, наверное, говорит о том, что людям живется просто плохо. Они чувствуют себя, наверное, не очень уверенно. Им нужно найти кого-то менее уверенного, чем они сами. Понимаете, да? Кстати, это тоже позиция уже подростковая, скорее не детсадовская, а вот подростковая такая позиция, когда человек чувствует себя слабым, неуверенным в обществе, он сам старается найти еще более неуверенного, для того, чтобы не сложилась такая ситуация, что на нем сойдутся все стрелы, что его будут все подтролливать, да? Это такая нехорошая очень позиция, ну, подлая, в некотором смысле позиция, мне кажется, недалекого человека. В конечном итоге все равно все на нем сойдется, безусловно. Он просто оттягивает этот момент. Поэтому, мне кажется, когда начинается вот этот вот троллинг по поводу Винь Чунь, в данном случае, ну, конкретно мы говорим о Винь Чунь, мне кажется, это вызвано людьми, которые вообще не уверены в том, чем они занимаются. Эти люди понахватали растиражированных видео из YouTube, одних и тех же причем видео. Они не обращают внимания, не ищут другие видео, где Винь Чунь себя прекрасно проявляет. Они находят видео, где вообще не винчунист, выдающий себя за бойца почему-то, за представителя Винь Чунь, показывает себя не с лучшей стороны. И им кажется это здорово. Смотрите, не я один дурачок, есть, оказывается, глупее меня. Знаете, как это вот в песне Егора Летова. Ходит дурачок по свету, ищет дурачок глупее себя. Вот здесь вот примерно такая же ситуация, как мне кажется.